Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 10 марта, понедельник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Обещанный ад в Газе начинается. Министр энергетики Израиля Эли Коэн отдал распоряжение израильской электрической компании Хеврат Хашмаль немедленно прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Цитирую: «Мы задействуем все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись. И мы гарантируем, что Хамас не окажется в Газе на следующий день», заявил Коэн в видеообращении. Этот шаг был предпринят после того, как ранее Израиль объявил о прекращении ввоза товаров в сектор Газа из-за отказа Хамас принять предложение о продлении первого этапа соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, а также пригрозил дополнительными последствиями и возобновлением войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу на прошлой неделе заявил, что он готов усилить давление и не исключал полного отключения электроэнергии в сектор Газа, если Хамас не отступит от своих требований на переговорах об освобождении заложников и прекращении войны. Ранее же и президент США Дональд Трамп говорил, что если Хамас не отпустит заложников, начнется настоящий ад. Решение министра энергетики Израиля Эли Коэна отключить электроэнергию в сектор Газа, хотя и выглядит драматичным, коснется только одного объекта. СМИ сообщают, что электроэнергия больше не будет поступать на опреснительную установку центральной части Газы. Напомню, что подача электроэнергии из Израиля в Газу была прекращена после 7 октября 2023 года, но в ноябре Израиль объявил о возобновлении поставок на объект. Жители Газы в основном используют солнечные батареи и генераторы для производства электроэнергии. Завод, который Израиль отключает от электроснабжения, обслуживает более 600 тысяч жителей Газы. Существует также опасение, что прекращение подачи электроэнергии может повлиять на работу водяных насосов и санитарию. После того, как министр энергетики Израиля Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа, бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал, цитирую, «уничтожить хранилища с топливом в палестинском анклаве». В соцсети X Бен-Гвир написал, что в Газу были поставлены миллионы литров топлива и имеется множество генераторов. И единственным последствием от действий электрической компании Хеврат Хашмаль будет остановка работы опреснительного сооружения. Сектор Газа должен немедленно и полностью погрузиться во тьму, пока там удерживается хоть один израильский заложник. Израиль обязан разбомбить огромные запасы топлива, появившиеся там в результате неудачной сделки, а также генераторы, которые использует Хамас. Я уверен, что Шабак сможет предоставить точные координаты резервуаров с топливом и генераторов, написал бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу оказал давление на главу Шабак Ронена Бара, чтобы тот ушел в отставку во время их встречи на прошлой неделе. Об этом прошлым вечером сообщил 12-й телеканал израильского телевидения. Согласно материалу 12-го телеканала, в котором не указываются какие-либо источники информации, Бар отказался подать заявление об отставке во время встречи с Нетаньягу, которую телеканал описал как крайне напряженную. Нетаньягу сказал Бару слова примерно следующего содержания: «Мы ожидали расследования. Теперь пришло время передать ключи», имея в виду недавнее опубликованное внутреннее расследование Шабак, которое выявило различные недостатки, связанные с атакой Хамас 7 октября 2023 года. По данным предыдущих сообщений 12-го телеканала, Бар заявил, что не планирует уходить со своего поста до тех пор, пока не будут возвращены все заложники и не будет создана государственная комиссия для расследования
исследования ошибок, которые связаны с наступлением Хамас. Напомню, что отношения между Нетаньягу и главой его внутренней разведки резко ухудшились за последние месяцы, поскольку премьер-министр отстранил Бара, а также главу Моссада Давида Барнея от руководства группой, ведущей переговоры по соглашению о перемирии и освобождении заложников в секторе Газа. Ну и уже в начале первого ночи, 10 марта, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу заявил, что не опровергает сообщение 12-го телеканала о том, что в прошлый четверг он пытался заставить главу Шабак Ронена Бара уйти в отставку, прокомментировав вместо этого, что главу Шабак назначает правительство. Так всегда делалось, как принято в демократических государствах, заявил премьер-министр. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир назначил бригадного генерала Эфи Дефрина следующим представителем армии обороны Израиля, сообщают военные. Назначение одобрил и министр обороны Исраэль Кац. 53-летний Дефрин заменит Даниэля Агари, который последние 2 года был представителем армии обороны Израиля. Агари уходит в отставку. Дефрин начал свою службу в армии обороны Израиля в качестве командира танка, служившего в 7-й бронетанковой бригаде. Позднее он командовал 27-й резервной бронетанковой бригадой до ее расформирования в 2014 году. В 2019 году ему было присвоено звание бригадного генерала, и он был назначен начальником подразделения международного сотрудничества армии обороны Израиля. Это была его последняя роль в армии перед уходом в прошлом году. Теперь же он вернется, чтобы командовать подразделением пресс-секретарей армии обороны Израиля. Субботний протест в центре страны, в Тель-Авиве, с установкой палаток и ползающими бабушками на Каплан, которых мы вчера показывали в нашем выпуске, продолжается. Сотни протестующих продолжают проводить сидячую забастовку возле здания Министерства обороны в Тель-Авиве. Участники акции говорят, что они оказывают давление на правительство с целью заключения соглашения об освобождении всех оставшихся заложников. Протестующие дежурят посменно. Некоторые ночуют в палатках на улице, другие же присоединяются утром и днем. К протестующим, дежурящим посменно, присоединились и протестующие из женского движения, в том числе и Эйнав Зангаукер. Женщины обвиняют страну в том, что она бросила их сыновей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу на заседании своего кабинета министров осудил нападки на женщин-министров в своем правительстве. Спустя несколько дней после того, как лидер оппозиции Яир Лапид подвергся критике за комментарии, в которых Лапид высмеивал внешность министра по вопросам поселений Орит Струк. Далее цитирую Биньямина Нетаньягу. «Недавно мы праздновали 8 марта, был Международный женский день», говорит Нетаньягу. Интересно, что в это время мы слышим отвратительные и дикие нападки на правительственных чиновников. На министра Орит Струк, на министра транспорта Мири Регев. Это же на ненавистнические нападки, которые, несомненно, были бы осуждены всеми, если бы они не были направлены на наших правительственных чиновников, говорит премьер-министр. Нетаньягу добавляет, что правительство стремится улучшить положение женщин в стране. Напомню, что на прошлой неделе Яир Лапид подвергся критике после
того, как в радиоинтервью он сказал, цитирую: «Я смотрю, как выглядит Орит Струк, и только за это я заслуживаю повышения, и бог с ней», сказал Яир Лапид. Позже же Лапид заявил, что он не имел в виду внешность Орит Струк. Нам стало известно, что президенты 8 университетов Израиля направили письмо в канцелярию премьер-министра с предупреждением о том, что они объявят забастовку, если правительство уволит юридического советника Гали Барав-Миару, заявив, что этот шаг представляет собой беспрецедентную угрозу верховенству закона в Израиле. Цитирую: «Мы предупреждаем о беспрецедентной опасности для верховенства закона в случае увольнения юридического советника Гали Барав-Миары», говорится в письме. В израильской демократии юридический советник правительства является самым важным защитником от потенциального вреда со стороны правительства правам граждан, а также отдельных жителей страны. Письмо было опубликовано после того, как на прошлой неделе министр юстиции Израиля Ярив Левин начал процесс отстранения от должности юридического советника правительства Гали Барав-Миары, обвинив ее в политизации своей должности и неоднократном противодействии воле правительства. Бывший главный раввин Израиля Ицхак Йосеф утверждает, что ракеты Хамас и Хезболлы, выпущенные по Израилю 7 октября 2023 года, могли бы лишить жизни гораздо больше людей, если бы ультраортодоксальные мужчины постоянно бы не изучали Талмуд. Что бы произошло, если бы не было учеников ешив? Что бы произошло, если бы не было Торы? Бог защищает нас в заслугу тех, кто изучает Тору. Конец цитаты. Напомню, что Йосеф – давний противник попыток призыва студентов ешив в армию обороны Израиля. По словам представителей службы экстренной помощи, вчера вечером в Иерусалиме на машинах Маген-Давид-Адом было нанесено несколько изображений свастики. Сообщается, что около 3 часов ночи бригада парамедиков из Иерусалима была отправлена в ультраортодоксальный район Меа-Шеарим для оказания помощи пациенту в его квартире. Вернувшись к своим машинам на улице, медики были шокированы, увидев, что кто-то нарисовал свастику поверх логотипа звезды Давида. Представитель Маген-Давид-Адом прокомментировал, что организация подала жалобу в полицию. Цитирую: «Это серьезный и шокирующий инцидент, которому нет места в нашем обществе», говорится в заявлении генерального директора Маген-Давид-Адом Эли Бина. «Мы верим, что правоохранительные органы привлекут к ответственности виновных в этом отвратительном инциденте». Конец цитаты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл новую красную линию трамвая в Иерусалиме, заявив, что несмотря на продолжающиеся конфликты в Израиле, страна продолжает продвигаться вперед в развитии инфраструктуры. «Новая линия – это гораздо больше, чем просто рельсы и вагоны», – говорит Нетаньяху. «Это линия жизни, которая соединяет города, облегчает транспортировку, укрепляет местную экономику и позволяет десяткам тысяч семей гораздо быстрее добираться до своих рабочих мест, школ, медицинских и коммерческих центров», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии вместе с министром транспорта Мири Регев. Иерусалим уже с завтрашнего дня будет не только самым святым городом в мире, но и одним из самых взаимосвязанных, самых умных и самых передовых городов в мире, завершает премьер-министр Израиля. Внимание! Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь, всех хоронит и вводит войска в разные страны. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Нария. Все остальные каналы не имеют к нам никакого отношения. Но фейковые каналы уже в ближайшее время будут заблокированы. Вся оперативная информация уже сейчас в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал Радио Нария в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах.
Каждый из вас уже сейчас может поддержать Радио Нария. Это сделать очень просто. Подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите под видео на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 11 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.